В этом видео мы разберемся, что из себя представляет регламент Verifacto, ответим на часто задаваемые вопросы, а также разберемся, кто, когда и как должен его применять. Ну и в конце, в качестве бонуса, я наглядно покажу и расскажу, как использовать новое приложение Агенция Трибутария для выставления электронных счетов фактур иностранным заказчикам. Меня зовут Сергей, с вас лайк, подписка, колокольчик, ссылка на мой телеграм-канал будет в описании. Так что же такое Verifacto? Это новое положение, регулирующее информационные системы фактурирования. Этот регламент по существу не изменяет требования для выставления счетов фактур. Эти требования продолжают регулироваться налоговым законодательством. Тем не менее, норма вводит незначительные изменения в обязанности по выставлению счетов для лиц и организаций. Весь последний год я постоянно слышу вой со всех сторон, что вот все изменится, теперь каждый должен будет отправлять свои фактуры сразу в эту систему, а тот, кто это не сделает, того ждет страшная кара и огромные штрафы и все и так далее и тому подобное. В общем, все не так страшно, как кажется. Давайте разбираться. По существу, все, что изменилось, это то, что теперь информационные системы фактурирования обязаны передавать информацию о выпущенных фактурах в специальную систему налоговой под названием Verifacto. Налоговая для этого предоставляет API. Эти реестры не содержат полной информации о фактуре и в том числе не являются электронными фактурами. Сама же фактура может содержать дополнительные сведения, которые не должны содержаться в реестре, при условии, что само содержание основных данных фактуры не изменяется. Также система генерирует специальный QR-код, который служит для ее последующей верификации, не только налоговой, но также и реципиенту, которой она будет отправлена. Все, больше ничего не меняется. Еще раз. Закон регулирует требования к информационным системам фактурирования, а не к вам как налогоплательщикам. И, соответственно, все обязанности по внесению данных в систему Verifacto относятся только к тем налогоплательщикам, которые используют эти системы. Поэтому, если вы по старинке выписываете фактуры от руки или ведете их в Word, в Excel, выпускаете их в PDF, этот регламент на вас не распространяется. Вы не обязаны ввести фактуры через систему Verifacto и отправлять эти данные. Также есть случаи, когда налогоплательщики, даже использующие информационные системы фактурирования, не обязаны использовать Verifacto и отправлять эти данные в налоговую. Это относится к резидентам страны Басков и Наварры. Также, если ваша деятельность освобождена от выпуска фактур. И третье – это те налогоплательщики, которые используют систему SII. Если вы не понимаете, о чем речь, значит, это вас точно не касается. Также я помню, что одна бабка Хеста сказала, что ожидается отсрочка для тех налогоплательщиков, которые используют электронные системы фактурирования и при этом работают с иностранными заказчиками, только с иностранными заказчиками. Но это не является правдой, это не является какой-то корректной информацией. Вы в любом случае должны выпускать фактуры с помощью электронных систем фактурирования, и эти системы должны отправлять информацию в Verifacto. То же самое касается нерезидентов с постоянным представительством в Испании. Эти налогоплательщики также должны выпускать фактуры, используя систему Verifacto. Теперь я предлагаю ответить на самые часто задаваемые вопросы. И первый вопрос – это: если вы, как налогоплательщик, используете электронные системы фактурирования, то с какого момента вступает в силу регламент по отправке данных в систему Verifacto? И сроки здесь отличаются для организаций и для автонома и других лиц. Для организаций этот регламент вступает в силу с 1 января 2026 года. Если вы работаете как автонома и обязаны подчиняться этому регламенту, то есть выставляете фактуры с помощью электронной системы фактурирования, этот регламент вступает в силу с 1 июля 2026 года. Следующий немаловажный вопрос – это требуется ли отправлять в систему Verifacto данные по расходным операциям. И тут ответ простой. Так как Verifacto – это система, которая регулирует только исходящие фактуры, то есть фактуры по доходам, нет никакой необходимости отправлять туда данные по расходным операциям по вашим расходам. Тем более, что эта система не поддерживает такие операции.
Дабы не оставлять вас без штанов, налоговая вместе с новым регламентом выпустила приложение «Седа Электроника», с помощью которого вы можете выставлять электронные счета фактур. И это приложение соответствует новому регламенту Верифакту. А сейчас про все расскажу. И как и обещал, покажу, как с помощью этого приложения выставлять фактуры иностранным заказчикам. Но пока мы не начали, напоминаю, что вы можете обратиться ко мне за услугами ведения Autonomo. Все контакты для связи со мной будут в описании под видео. Итак, Hacienda выпустила свое приложение Седа Электроника. Надо сразу сказать, что оно не заменит вам Хестера, так как рассчитано только на выпуск исходящих фактур, но может сильно упростить вам жизнь. Нужно отметить, что начиная выпускать фактуры через это приложение по собственному желанию, вы начинаете выполнять регламент Верифакту. Соответственно, все фактуры с этого момента и до конца года должны быть также зарегистрированы в Верифакту. Нельзя просто так взять и прекратить отправлять данные в реестр. С начала следующего года, если на вас не распространяется регламент и вы хотите прекратить отправлять фактуры в систему, вы можете это сделать. Другой момент связан с тем, что некоторые бабка-хестеры распространяют информацию, что это приложение имеет ограничение на количество фактур. Даже звучали цифры 100 фактур в год, но это не является правдой, эта цифра взята с потолка. Никакого ограничения на количество фактур это приложение не имеет. Однако есть и реальные ограничения. Первое – это то, что допускаются только полные фактуры. Фактура симплификата не допускается, требуется полная идентификация клиента. Второй момент – это то, что не допускаются фактуры с несколькими получателями. Но я думаю, что это достаточно редкий кейс. Какие реальные бенефиты имеет использование этого приложения? Первое – это то, что оно бесплатное. Во-вторых, на мой взгляд, это правда удобно. Также, может быть, в будущем это упростит составление налоговых деклараций и ведение книг учета вам или вашему хестеру, в зависимости от того, кто ведет вашу бухгалтерию. Последний бенефит, он скорее субъективный. Мне кажется, что когда агент налоговый видит конкретные данные фактуры вместо ваших безликих цифр в декларации, у него может возникнуть меньше вопросов или вообще не возникнуть вопросов по поводу происхождения средств, и, соответственно, самой фактуры. Что по минусам использования этого приложения? Наверное, один из главных минусов – это более сложный процесс исправления ошибок и более строгое соблюдение сроков выпуска фактур. Но это нормально. Лично я рекомендую начать пользоваться это приложение. Это даже не реклама. Агенция Трибутарий не платила мне за это видео. Теперь давайте к самому приложению. Быстро пройдемся по его основным возможностям и посмотрим, как создавать фактуры. Итак, мы находимся на главной информационной странице Верифакту. Здесь собрана основная информация, часто задаваемые вопросы и другая полезная информация. Здесь же у нас есть ссылка на приложение, которое позволяет нам выпускать фактуры с использованием регламента Верифакту. Как его использовать? Очень просто. Переходим на приложение. Дальше стандартная форма авторизации, запросит у нас сертификат или клавы, подтверждаем и попадаем на саму страницу приложения. При первом запуске я рекомендую в первую очередь перейти на страницу профиля Miss Datus и проверить, что вся информация о вас заполнена верно, так как эта информация в дальнейшем будет использоваться для выпуска фактур. У вас здесь не будет ничего закрыто, это у меня специальная версия, поэтому не переживайте, вся информация у вас будет видна. Что здесь нужно заполнить? Имя, фамилия, адрес и при желании можно заполнить дополнительные данные, номер телефона и так далее, если вы хотите, чтобы они присутствовали в фактуре. Далее переходим обратно. Какие основные бенефиты этого приложения и в чем его удобство? Во-первых, вы можете сразу завести клиентов. То
То есть, если у вас несколько клиентов, это удобно, даже если он один, вы один раз заполняете его данные, и после этого можете выбирать в процессе создания фактуры. Переходим в раздел клиентов. Здесь у меня уже созданы несколько клиентов. У вас также все данные будут видны. Все меню работы с клиентами находится вот в этой верхней части. Вы можете также импортировать клиенты из CSV файла и экспортировать их в CSV файл. Давайте создадим нового клиента. В нашем случае мы будем создавать клиента JetBrains. Это компания, зарегистрированная в Чехии. Выбираем юридическая организация и заполняем данные. Название. Так как компания зарегистрирована в Чехии, она не имеет испанского фискального номера. Поэтому выбираем другое. Выбираем страну, где зарегистрирована компания. Чехия. Выбираем НИФ ИВА, так как компания имеет европейский VAT номер, VAT номер. И указываем данные. Это адрес компании, это код и город и провинцию Прага. Также выбираем страну. Заполнили всю необходимую информацию и теперь нажимаем «Сохранить в». Клиент создан успешно. Можем посмотреть его данные, проверить, что он создан. С помощью поиска найти этого клиента и увидеть, что вот он создан. Все хорошо. Теперь давайте посмотрим на функционал создания продуктов. То есть вы можете заранее сохранить, какие услуги вы предоставляете, какие продукты продаете, и, соответственно, в дальнейшем использовать их также в фактурах. Ну, в нашем случае давайте скажем, что у нас есть новый продукт, и это какие-то IT-услуги. Все данные также заполняем одинаково, указываем стоимость услуги, ну, скажем, 1000 евро. Можно добавить скидку, но в нашем случае мы не будем это делать. Стандартное налоговое обложение по НДС. И тип операции – это операция в общем режиме по НДС. Дальше. Тип операции, так как компания находится на территории Евросоюза, но при этом она имеет европейский налоговый номер, мы выбираем тип операции. Операция не объект налогообложения НДС в связи с правилами нахождения заказчика. На этом все. Нажимаем «Сохранить», и наша услуга сохранена. Теперь можем посмотреть, что у нас в продуктах появилась новая услуга. Отлично. Очень приятно, что налоговая позаботилась и сделала функционал генерирования серий и номеров в сериях фактур. Здесь можно создать новую серию, например, стандартная какая-то серия в виде ИНП, и указать тип фактуры. В нашем случае это стандартная полная фактура, поэтому указываем тип фактуры F1. Нажимаем «Сохранить». Готово. Все, теперь мы можем использовать эту серию в своих фактурах. Далее. Давайте создадим первую фактуру как раз для нашего клиента. Нажимаем Emission фактур. Здесь будут указаны ваши данные. Далее мы выбираем клиента.
Выбираем созданного клиента компанию JetBrains. Данные автоматически заполняются. Данные адреса. Далее выбираем нашу созданную серию фактур. Очень важно, что нумерация будет осуществляться автоматически, и контроль соблюдения порядка номеров также будет осуществляться автоматически. Далее указываем дату операции, допустим, сегодняшним числом, описание фактур, любое, пускай будет это, и добавляем тип услуги, который мы продаем. Будем выбирать из тех услуг, которые мы ранее создали. Вот наша услуга, указываем количество, 1 штука, и добавляем. Теперь мы видим сумму, у нас все готово. При желании можно добавить данные для оплаты. Например, вы хотите, чтобы клиент оплатил вам на счет, указываете номер счета, указываете какие-то дополнительные инструкции для платежа. И на этом фактура практически готова. Можно сохранить ее как некий шаблон и потом использовать. Можно сразу подписать. Также не обязательно заранее создавать клиента, заранее создавать серию фактур. Вы можете просто сразу здесь же ввести эти данные и все, больше ничего дополнительно делать не надо. Это очень просто. Далее переходим на следующий шаг. Это валидация, генерация фактур. На этой странице мы можем проверить, что все данные фактуры введены верно. Еще раз проверяем данные клиента. Нумерация фактуры, количество, число. Также можно посмотреть, как будет выглядеть фактура в PDF. При необходимости проверить данные. После чего нажать «Подписать и отправить», «Подтвердить» и «Подписать и отправить». После отправки фактуры попадаем на страницу, где можно производить различные действия с этой фактурой. Также можно копировать эту фактуру, если вы хотите выпустить следующую фактуру для данного клиента. Можно аннулировать эту фактуру и также можно скачать сгенерированный готовый PDF-фактуры. Он будет выглядеть вот так. Здесь на этом PDF можно увидеть QR-код, с помощью которого можно проверить, что данная фактура действительно выпущена и ее данные находятся в реестре Verifacto, и остальные данные фактуры. Также нужно отметить, что вы можете поместить этот же QR-код на любую другую свою фактуру, точнее на фактуру, которую выпустили вы, на ту же самую фактуру, но сгенерирован не этим приложением, а каким-то другим. Главное, чтобы код совпадал и данные фактуры совпадали. Это основное условие. Другой важный момент – это что делать и как создавать клиента, если он зарегистрирован не в стране Евросоюза, а где-то за ее пределами, например, в Соединенных Штатах. Давайте посмотрим. Создадим нового клиента и, допустим, наш клиент зарегистрирован в Соединенных Штатах. Он также не имеет налогового испанского номера, поэтому мы должны указать, что идентификационные данные имеют другой тип, выбрать страну, найти Соединенные Штаты, Estados Unidos, да. Здесь тип документа лучше всего указывать некоторый другой документ. И здесь указываем любой номер, обычно это регистрационный номер компании, если его нет, можно указать там все девятки, как хотите. Также заполняем данные компании и сохраняем. В принципе, это все.
Сегодня мы посмотрели, как легко можно использовать новое приложение агенции Трибутарий для того, чтобы создавать фактуры, в том числе фактуры для иностранных заказчиков, какой функционал имеет это приложение. Я думаю, что это достаточно полезное приложение и рекомендую им пользоваться. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подписку, колокольчик. Подпишитесь на мой телеграм-канал, все ссылки в описании. Также поделитесь этим видео с друзьями. Мне будет приятно, а им полезно. Все, всем пока, спасибо за просмотр. Дабы не оставлять вас без штанов, налоговая вместе с новым регламентом выпустила приложение «Вседа Электроника», с помощью которого вы можете выставлять электронные счета фактур. И это приложение соответствует новому регламенту Верифакту. И, честно говоря, оно классное, мне понравилось. Сейчас про все расскажу. И, как и обещал, покажу, как с помощью этого приложения выставлять фактуры иностранным заказчикам. Но пока мы не начали, напоминаю, что вы можете обратиться ко мне за услугами ведения Autonomo. Все контакты для связи со мной будут в описании под видео. Ya. Ya. Sí. Ya. Totalmente ya.